Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня мы будем учить русский язык в городе. Я покажу вам разные интересные места, в которых я часто бываю. И начнем мы с кафе. Сзади меня находится кафе. Кафе или кафешка. Люди любят сидеть в кафе и пить кофе. Ты можешь либо пить кофе здесь в кафе, либо ты можешь попросить кофе с собой и пить его прямо на ходу, что я и делаю. Многие люди любят работать в кафе, а некоторые люди любят назначать в кафе деловые встречи. В Сербии кафе работают почти круглосуточно, и здесь всегда огромное количество людей. Неважно, это понедельник, вторник или среда, людей всегда будет много, в любое время дня. Это удивительно. Когда вообще сербы работают? В каждом городе есть центр города. Обычно под центром города мы подразумеваем историческую часть города, где есть, например, музеи или памятники или какие-то другие достопримечательности. В центре обычно много кафе, ресторанов и каких-то других заведений, где люди могут посидеть, отдохнуть, попить чего-то, ну и поесть. В городе также много скамеек для того, чтобы сидеть, чтобы отдохнуть. Я сейчас сижу на скамейке и отдыхаю в тени дерева. Видите, здесь тень. Потому что сегодня в Белграде, в городе, в котором я нахожусь, очень жарко. Сегодня около 30 градусов по Цельсию. Да, наверное, для жителей Белграда это не так жарко, но для русского человека это жара. В крупных культурных городах обязательно есть театры. Вот в этом театре вы можете посмотреть какие-то спектакли, вы можете посмотреть разные постановки каких-то местных режиссеров, может быть, европейских, азиатских или русских режиссеров. Например, есть спектакли по произведениям Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы» и «Бесы» Федора Михайловича Достоевского. Можете посмотреть, как называются дни недели на сербском. Ну и ни один город не обходится без фастфуда или стритфуда. В русском языке мы так и говорим стритфуд, потому что в России исторически понятие «уличная еда» было не очень популярное. Поэтому мы используем эту фразу «стритфуд». Парки. Парки — это кусочки природы в городской среде. Я очень люблю парки, так как я очень люблю природу. В этом парке много деревьев, также несколько памятников, ну и, конечно же, скамейки, на которых люди могут сидеть и отдыхать. И еще в парках люди выгуливают собак. Здесь много людей, которые гуляют с собаками. Привет, собака, привет! Также в городе много магазинчиков, которые называются киоски, где можно купить газеты, табачные изделия, или, например, мороженое. А вот это моя самая большая боль. Все билеты были распроданы на концерт Iron Maiden. И я не смог пойти туда. Это огромная травма. Конечно, ни один город нельзя представить без университетов. Мы сейчас находимся у университета. Клуб университета в Белграде. Давайте зайдем во двор и посмотрим,
как это все выглядит. Смотрите, здесь картина на стене, а вот это внутренний двор. Эх, студенческая жизнь. Вот это были времена. Эх, студенческая жизнь. Город очень сложно представить без книжных магазинов. Книжные магазины здесь, в Белграде, повсюду. Их огромное количество. Мне кажется, жители Белграда и вообще Сербии очень любят читать, потому что количество книжных магазинов просто невообразимое. Просто невообразимое количество книжных магазинов. Филологический факультет Белградского университета. Кстати, книги продают не только в книжных магазинах, но и прямо на улице. Вот здесь обычно стоит торговец, который продает старые книги. И не только книги, но также старые пластинки. Посмотрите, Beatles, Джим Моррисон, Дженнис Джоплин, Макс. Ну и, конечно, разные персонажи комиксов. Важная часть города – это улицы. Мы сейчас идем по главной улице Белграда, которая называется улица князя Михаила. И это пешеходная улица. Здесь люди ходят, пешеходы здесь ходят. Это пешеходная улица, здесь нет автомобилей. Зато здесь много деревьев, скамейки снова, урны или мусорки. Ну и, конечно, продается мороженое. И вот здесь, смотрите, картины местных художников. Если вы приехали в другую страну, то вам, скорее всего, будет нужно обменять валюту. И где можно обменять валюту? В России мы называем это пункт обмена валют. Пункт обмена валют. 3 слова. Но в сербском языке есть одно слово – менячница. Менячница. Это там, где меняют деньги. Очень круто. Сербы придумали очень классное слово. Если вы хотите купить что-то на память, то вам понадобится сувенирный магазин или магазин сувениров или сувенирная лавка. Лавка – это то, что находится на улице. Такой маленький магазинчик на улице. Там вы всегда сможете купить сувениры. Но лично я не очень люблю сувениры. У меня было видео о том, какие сувениры я предпочитаю покупать. Обязательно посмотрите его. Если вы путешествуете, то вам нужны деньги. И деньги можно получить в банке. Вернее, их можно снять в банкомате, либо можно положить деньги в банкомате. Также в банке вам могут открыть банковский счет, чтобы вы могли пользоваться деньгами. Кроме парков, в городах есть еще скверы. Сквер – это маленький парк, который находится в городе. В этой части сквера находится памятник. А на противоположной части сквера находится детская площадка. Там дети играют, качаются на качелях, и просто бегают. Обязательно нужно сказать еще о 2 вещах. Первое – это пекарня. В пекарне пекут разные вкусные булочки, пирожки, калачи и так далее. И, конечно, магазин. В магазине можно купить любые товары, которые вам нужны. Конечно, в городе есть и другие места, но о них мы обязательно поговорим в следующих видео. До встречи, друзья, в следующем видео. Пока!